Портативный проектор на Android. Вот такое вот чудо современной техники на канале Технозон. Поехали. Привет, это Технозон. Те, кто смотрел мою распаковку Китая, видели, что мы получили вот такой вот 4К, как заявляется производитель, вернее продавец, проектор на Android. И на что он способен, мы будем с вами сегодня разбираться. Откровенно говоря, изначально меня очень сильно порадовал этот проектор, а потом немножечко огорчил. Первое, что меня порадовало, это материалы корпуса. Это такой soft-touch проектор, у него металлическая рамка, он очень красивый, у него очень классное качество исполнения. В нем есть аккумулятор, в нем есть выход для наушников, в нем есть HDMI in для того, чтобы его можно было использовать как обыкновенный проектор. Есть два USB порта, есть кнопка включения-выключения, даже есть крепление для штатива. Плюс есть маленькая ножка, которая позволяет его положить на стол и использовать вот в таком виде, как простой настольный проектор. Сверху у нас есть сенсорные органы управления, вместо того, чтобы, как бы вместо пульта есть домик. Они необходимы, потому что здесь есть внутри Android, а вот дальше меня начало расстраивать. Android 6.0. Тормозит безбожно. Сам по себе проектор, как Android приставка, греется тоже безбожно. Что он может как Android проектор, мы с вами попробуем обязательно, но это будет очень коротко. Почему? Потому что я включу YouTube, я включу всего пару программ, спид-тест мы провести не смогли, хотя здесь есть 5 ГГц, он выбрасывает постоянно. И у нас еще стала небольшая дилемма. В качестве проектора есть настройки. Если вы используете в качестве проектора на Android, есть настройки проектора. Вы там можете настраивать яркость, сатурацию, вы можете смещать цветовую температуру, вернее не цветовую температуру, а цветовую гамму вы можете смещать в разные стороны этой самой гаммы. А вот когда вы подключаете через HDMI in Smart TV Box, то там этих регулировок нет. И, к сожалению, вот сразу объясню насчет Smart TV Box, что все, что вы там будете воспроизводить, оно будет в каких-то красных тонах и очень темное. Хотя в режиме Smart TV Box на тестовых картинках лучше воспроизводятся оттенки серого и цветовые оттенки, по крайней мере, более широкий диапазон. Что дальше? Дальше мы с вами его включим, очень тезисно проверим, посмотрим комплектацию. Вот он включился, кстати. Сейчас мы посмотрим, что он запустится, загорится. Сейчас мы с вами перейдем на AliExpress. Перед этим мы с вами посмотрим комплектацию. Вот он включился, вот мы видим, что он может отображать достаточно четко на разных поверхностях. Очень хорошая яркость, это действительно его большой плюс. Вот я вот его отображаю на столе, даже при студийном освещении, то есть сейчас на меня направлены два студийных осветителя, каждый по 4 лампы, по-моему, по 1,5 киловатта каждый осветитель, да. Вот мы отобразили рабочий стол нашего проектора на нашем столе, и даже при таком освещении здесь отличная яркость. Вот насчет яркости этот проектор действительно поражает. Он не шумный, я его сейчас выключил, он не шумный. У нас есть в комплекте различные плюшки, и плюшки достаточно хорошие. Мы с вами сейчас его вскроем. Давайте посмотрим. Коробка очень качественная. Тут, скажем так, как говорится, не дать не взять. Коробка очень качественная, комплектация тоже. Блок питания. Есть у нас пульт. Пульт самый элементарный, кстати, таниксовский пульт с такими себе кнопками управления. Вернее, с цифровой панелью для IPTV, очень удобно. Есть у нас подножка, есть у нас HDMI кабель и есть даже чехольчик. Чехольчик вы сами уже поняли для чего, потому что он на батарейках, вернее не на батарейках, на аккумуляторе. Кстати, аккумулятора хватает на 2 часа, приблизительно на 2 часа работы. То есть вы можете засунуть с собой в этот самый чехол и носить, если вам это необходимо. Это удобно. Сама по себе ножка, вот такой вот у нас получилось, вот такой штативчик, мини-штативчик, насколько на нем удобно, тоже такое сомнительное удовольствие, потому что я его уже монтировал. Сейчас мы его закрутим. Он просто-напросто, знаете, в чем проблема? Он до конца не докручивает, и у нас получается люфт вот этого дела, то есть у нас винт до конца не докручивается. Винт длиннее, чем вся глубина вот этой ножки. То есть вы можете эту ножку регулировать по высоте, пожалуйста, и он будет у вас как-то так работать. Ножка, откровенно говоря, рогатая, вот у меня по-другому нет. Но, в принципе, мы его смонтировали. То есть у вас вот в таком вот положении может работать ваш проектор, скажем так, где-нибудь на столе,
в виде какого-нибудь проекционного момента. Но, в общем-то, не столь суть важно. Ножка есть, это хорошо. То, что она люфтит, это плохо. Вернее, люфтит само крепление, потому что не на всю глубину закручивается винт. Неудобно. Вот этот момент неудобен. Комплектация. Мы уже с вами поняли, что это такое. Внутри у нас S905X процессор и 2 на 16. Ничего примечательного. Если мы с вами перейдем на AliExpress, мы увидим, что стоимость у этого проектора, она невероятно высока. Почему я считаю, что она высока? Потому что после того, что вы увидите, вы поймете, вернее, и наше резюме, вы поймете, что он должен стоить максимум до $100, 80-70, это его максимальная цена. Итак, за версию 2 на 16 просят $219. Плюс, получается, во многие страны придется заплатить налог. У нас с вами проекционная технология DLP 0,3 дюйма DMD, скажем так. У нас заявлена яркость 100 люменов ANSI, и вот здесь самое интересное. Когда здесь вверху заявляется, что это портативный 4К DLP проектор, и, кстати, на нем написано, что это 4К DLP проектор, то мы видим, что у него нативное разрешение, стандартное разрешение 854 на 480. Это проектор 480p. Ни о каком HD качестве, Full HD качестве, тем более 4К качестве не идет речь. То, что они написали HD-in, это значит, что здесь HDMI порт позволяет сюда засовывать разрешение в 1080p. И мы это увидим, когда подключим Smart TV Box. Также у нас есть коррекция Keystone, ручная, вертикальная, плюс-минус 40 градусов, но при этом здесь есть еще и автоматическая коррекция вот этого вот угла наклона, он будет автоматически сам это все корректировать. Это тоже удобно. Контрастность 1000 к 1, встроенный аккумулятор 4000 мА, 4-ядерный S905X, 5 ГГц, Bluetooth 4.1. Ну, толку, что они здесь есть, как Android устройство, он, откровенно говоря, работает хреново. И, кстати, здесь совсем другая ножка показана. В нашем случае она намного более дешевая. Видите, ножка здесь такая достаточно классная. В нашем случае это вот такая вот пластиковая хрень. Короче, ссылка на данный проектор будет лежать в описании под видео. Также под видео у нас есть кнопка подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые правдивые, самые честные обзоры. Ну, а также там ссылка на очередной, вернее, там же также ссылка на условия очередного розыгрыша. Вот так вот запутался в своих словах, но то не важно. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята. Это же Бубльгум и проектор модель IMK95 4К в кавычках на канале Технозон. Поехали. Ну, если брать интерфейс самого проектора, то это обыкновенный Android интерфейс, то есть это Android приставка, встроенная в проектор. Не очень хорошая, если честно, она основана на Amlogic S905X процессоре. Если зайти в меню, то мы с вами увидим Network Settings, у нас есть поддержка Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц. Сейчас мы его законнектим. В принципе, я вам скажу, ну такое себе. В принципе, 5 ГГц подключила. Работает и как точка доступа. Но вопрос в другом. Куда подключать этот самый кабель LAN RJ45? То, что на нем играть нет смысла, это само собой понятно. То есть здесь Bluetooth нам не понадобится. Есть у нас управление языком. У нас выставлен русский. И плюс еще есть возможность настройки клавиатуры. Стандартные настройки даты и времени. Есть у нас настройки аудио. Просто регулируется громкость. Есть настройки проектора. Если мы в них зайдем, то мы увидим, у нас есть возможность авто-ротейт, то есть он автоматически будет его переворачивать, это изображение. Есть Keystone Correction, то есть он будет менять углы обзора. Есть у нас возможность, вот смотрите, у нас здесь есть даже автоматическое исправление углов. Есть у нас регулировка яркости, есть выбор режима проектора с возможностью ротации изображения и есть у нас цветовая температура, которая позволяет производить тонкие настройки яркости, сатурации. И Chrominance Adjustment — это смещение спектра, скажем так. Вот, вы можете увидеть это все на цветовом спектре, то есть вы можете тоже регулировать здесь тонкие настройки цветового восприятия от вашего проектора. Если мы включим освещение, то мы увидим, что даже при сильном освещении, то есть здесь сильное освещение, это две больших лампы, у нас все равно есть проекция на стене, поэтому это
в принципе неплохо. У нас достаточно сильная подсветка этого проектора. Больше у нас в настройках ничего нет. Как TV-бокс он, конечно же, ну никакой, если откровенно говорить. Есть у нас Miracast, есть YouTube. Я вам сейчас включу просто YouTube, вы сразу поймете, что смотреть здесь YouTube с помощью именно внутренних средств не стоит. И, кстати, у нас, вот пока открывается YouTube, у нас есть даже шторка, чего нет у многих TV-боксов. И есть у нас даже строка навигации. Вот так вот. YouTube на данном проекторе грузится вкрай долго. Это если говорить о YouTube TV. Поэтому я все больше и больше убеждаюсь, что здесь обзор его нужно делать именно как простого проектора в паре со Smart TV-боксом, даже самым простым. Вот мы запустим наш последний ролик 4К 60 FPS. И увидим, что он, откровенно говоря, дропает. Он дропает, даже если я выберу, как вот он сейчас 720p выставил, я выберу 4К, и мы получим с вами просто-напросто трэш. Мы получим вот такое вот соотношение сторон, потому что здесь изначально есть родное разрешение, которое установлено производителем. Поэтому придется либо ставить 720p, либо 1080p, это то, что он более-менее сможет проиграть. Кстати, он усиленно клацает частоты, это приятно. Значит, при подключении внешнего TV-бокса, я думаю, мы с вами сможем получить еще и неплохое какое-то действия. Ну, вот что справедливости ради, Full HD решение вполне такое себе хорошее. Почему? Потому что на Full HD он не дропает кадры, то есть если брать его с собой куда-то заряженным и где-то посмотреть какой-нибудь ролик, да, там в походных условиях, то с этой батареей это будет удобно, скажем так. Но я не говорю, что это у вас получится с YouTube, это у вас получится с внешним жестким диском, допустим, где-то что-то посмотреть. Выключаем YouTube, с YouTube все понятно, у нас 1080p. Но мы как-то сразу забежали вперед, поэтому мы с вами пойдем, наверное, по очереди тестирования. В этом проекторе у нас стоит полноценный Play Market. Например, мы можем с вами найти там AIDA 64 для того, чтобы посмотреть системные характеристики этого самого Smart TV бокса, вернее Smart TV проектора. Пока закачивается AIDA 64, проверяем скорость 5 ГГц Wi-Fi. Закачка не сильно отразится на самом тесте скорости сети 5 ГГц. 2,4 ГГц я бы вообще не использовал. Слушайте, ну он реально лагает. Вот, ну лагает. Здесь Android 6, это печально. Все, он у меня повис. На загрузке спид-теста он просто-напросто завис. Да, вот, пожалуйста. Приложение спид-тест вызвало ошибку и будет закрыто. И запустить у нас спид-тест не удается. В общем-то, я вот насчет его мультимедийных функций, именно как Smart TV бокса, я считаю, что это, ну, вкрай неправильное решение. Его так использовать нельзя. Мы сейчас с вами выйдем в меню, закроем его и будем его, наверное, использовать как внешний источник сигнала. Вот если мы зайдем в HDMI in, в HD In, мы с вами увидим, что у нас подключен Mi-Cool. Кстати, текст даже читаем какой-то. Но перед этим мы с вами проверим его характеристики как проектора, просто поклацав какие-то тестовые картинки с внешнего жесткого диска. Если мы с вами выведем цветовой паттерн, да, вот тестовые картинки от компании Borosh, то мы видим, что у нас не видны все абсолютно, у нас здесь сливаются последние последние три серых кубика в единый белый цвет. То же самое у нас последние два кубика цветовых сливаются в единый цвет во всех спектрах. Возможно, это можно настроить в самих настройках проектора, мы еще будем пробовать. Но уже я вижу, что по цветопередаче это немножечко не то. Давайте по оттенкам серого. И здесь у нас тоже есть вопрос. У нас последняя полоса сливается полностью в белый цвет с левой стороны. И с правой полностью черный цвет сливается черная полоса. Вот эти кубики, то есть я сейчас мышкой вожу, эти кубики практически неразличимы. То есть у нас с оттенками серого здесь есть определенные проблемы. Воу! Если мы сейчас с вами посмотрим на яркостно-контрастный анализ, то мы увидим с вами, что у нас практически все слито в единые какие-то кубики. То есть здесь практически ничего не видно. То есть у нас только вот можно различить в последнем ряду последние три кубика. Это очень плохо.
Давайте это сделаем, например, еще в зеленом цвете. То же самое, абсолютно то же самое. На черном фоне еще как-то различимо, на белом цвете нет. И сейчас я хочу еще вот в красном сделать. Просто у меня уже как бы складывается впечатление, что этот проектор, нет, в красном цвете то же самое. А давайте-ка мы, наверное, с вами выйдем, попробуем в настройках самого проектора выставить какие-то другие опции. Давайте Projector Setting и попробуем сделать смещение цветовое какую-нибудь, вот, цвета и температура в какую-нибудь сторону. Итак, сатурация у нас минус 20, попробуем догнать до нуля, и яркость тоже попробуем уменьшить. Хотя я особо вообще не вижу, чтобы у нас как-то менялась цветовая температура, вернее цветовое восприятие этого всего дела. Попробуем сейчас сместить с вами немножечко влево, грубо говоря, цветовой диапазон, и пойдем посмотрим, что у нас получилось на тестовых картинках. Слушайте, ну включается это все очень и очень долго. То есть сам по себе вот этот вот проектор, как Android проектор, он ну никакой. Вот, у нас получилось немножко лучше, мы видим улучшение во втором ряду. То есть нам либо придется с вами понижать сильно яркость для того, чтобы увидеть оттенки в различных цветовых диапазонах, либо, я не знаю, либо он непригоден для использования даже как проектор. По крайней мере мультимедийный. Давайте в синем цвете посмотрим. То же самое. Не, ребят, это ужасно. А что у нас с текстом? Вот очень интересно, можно ли его использовать как презентационный проектор. Но смотрите, читается 20-ка, 18-й. 16 уже начинает теряться четкость текста, и 14 минимально, который можно разборчиво читать. 12, 10, 8 уже нечитаемые на белом фоне. На белом фоне. На черном фоне 14 уже тоже нечитаемый. 16 это минимально читаемый шрифт. Это тоже для проектора, как для презентационного у нас, честно говоря, небольшая катастрофа. Короче, получается, что у нас не так уж все и красиво. Слушайте, давайте еще последний у нас такой будет заход. Попробуем еще изменить у нас температуру цветовую, потому что давайте немножечко уменьшим сатурацию и немножечко уменьшим яркость, никуда не уменьшается, да? Ну ладно, придется еще сместить нам. Ага, чуток. Давайте сместим еще немножечко до 35 спектр и немножечко уменьшим сатурацию до минус 10. И посмотрим, насколько это у нас повлияло на цветовые... Ой, у нас совсем все зеленое стало. Не-не-не, спектр сместили совсем, но зеленый должен быть виден. Ни хрена не видно, поэтому убираем наши эти настройки по умолчанию, потому что мы с вами вообще изменили полностью цветовую температуру. Все, сохраняем. Никак мы не можем настроить с вами тонкими настройками отображения правильных цветов. Давайте попробуем еще с вами проиграть какие-то тестовые ролики, поймем, сможем ли мы с жесткого диска смотреть фильмы, допустим. Вот есть наши тестовые ролики, 264 кодек и 265. Давайте 265 128 Mbps 10 бит. Давайте стоковый видеопроигрыватель. И да, он воспроизводит отлично. Слушайте, а он должен кино воспроизводить с жесткого диска нормально. Давайте с вами пойдем и сейчас попробуем фильм какой-то воспроизвести. Давайте Gemini Man 68 гигабайт. Слушайте, а он воспроизводит с жесткого диска фильмы. В принципе-то, давайте перемотаем. В принципе-то это смотреть можно, хотя темновато немного, как по мне. Потому что это HDR фильм, а слушайте, это смотрибельно. То есть, допустим, для ребенка посмотреть мультфильмы очень даже запросто с жесткого диска, я не вижу никаких вопросов. Это, по-моему, единственное, на что способен этот проектор, это проигрывать. А вот есть у нас еще есть у нас еще M2TS формат, давайте попробуем на стоковом плеере. И он его тоже потянул. Вот это интересно, кстати. Вот это интересно, он их воспроизводит, но
Есть ли смысл для такого проектора качать ролики, вернее фильмы по 70 гигабайт? Это тоже вопрос такой, темновато немного, потому что это HDR контент, а б, ну вот, более-менее это все смотреть можно. Кстати, это были фильмы 4К 60 FPS по 70 гигабайт. Если посмотреть какие-нибудь тестовые ролики, то мы с вами поймем, что они действительно здесь воспроизводятся тоже очень даже неплохо. Отлично, я бы сказал. Слушайте, классно. Реально классно. Это, конечно же, не Full HD, это не 4К, это то разрешение, о котором мы с вами уже разговаривали, но, допустим, поставить куда-нибудь ребенку для того, чтобы он смотрели, брать с собой в поход пойдет. Но нас это все мало волнует, давайте пробовать все-таки, как же он все-таки будет взаимодействовать со Smart TV боксом, и это действительно интересно. Но Android интерфейс выглядит немного темноватым, как по мне. Ну, и мы понимаем с вами, что мы настроить никак не можем этот проектор на нормальное цветовосприятие. Во-первых, идем в настройки. Меня интересует, какое разрешение дает поставить этот самый проектор. Опа, он дает поставить 1080p 60 Гц, то есть он входной сигнал воспринимает Full HD. Ну так Full HD, так Full HD. Давайте пробовать YouTube, как будет у нас, допустим, Full HD полноценный воспроизводить. Сильно краснит. У нас получается настроить можно цветность только для внутреннего, скажем так, проецирования. Ну, что я вам скажу, не ахти как хорошо это все воспроизводит. Видны лесенки сплошные, то есть текст практически не читаем при выведении на HDMI порт, то есть это не то. Ребят, я сразу говорю, что это абсолютно не то. Давайте включим какой-нибудь фильм, даже с того же жесткого диска. А вообще я хочу сравнить, перед тем как включать фильм жесткого диска, я хочу сравнить, как выглядят тестовые картинки с ТВ-бокса и по сравнению с тем, что мы имели на самом проекторе. Вот мы сейчас опустимся до тех же пресловутых картинок. Ой, слушайте, а вот на контраст. А здесь-то намного лучше. Ребят, здесь-то у нас контрастность, видны все кубики. Сейчас мы включим с вами вот такое. И здесь видны все цвета. А через HDMI, и здесь видны все кубики. А через HDMI у нас-то получается намного лучше воспроизводит, только краснит очень сильно. То есть у нас в красный цвет ушло. Фу-фу-фу, как бы у меня двоякое ощущение. Почему? Потому что мы, получается, вот смотрите, ну здесь все равно сливается у нас градации серого последние полоски. Мы как бы имеем с вами двоякую ситуацию. И, кстати, по цветным квадратам у нас видны все квадраты практически, кроме первой полоски. И в красном, в зеленом, и в синем. Слушайте, но с точки зрения входного сигнала HDMI он воспроизводит лучше картинку, лучше цветопередача. И для именно использование его как проектора более целесообразно. Насколько здесь качество картинки само по себе лучше, я не знаю, сейчас проиграю те же самые фильмы на этом ТВ-боксе. Тот же самый Gemini Man, где он там, запустим, посмотрим, что у нас из этого получится. Gemini Man начал, все краснит и получается, слушайте, очень темное и все очень красное. Нет, мне это не нравится, это невоспроизводимо. А знаете, почему, мне кажется, оно все краснит? Потому что он, скорее всего, все выводит в HDR. Ох, какая мысль меня посетила. Давайте мы отключим с вами такую опцию, как SDR to HDR. Вот она у нас, SDR to HDR, и отключим ее. И ничего не произошло. Ничего у нас не произошло. Все так же оно краснит. Запустим Gemini Man опять и получим всю ту же самую картинку темноты с краснотой. Нет, ребят, я готов проходить, резюмировать. Я вот даже для ребенка вот в таком формате его использовать не хочу. То есть да, он что-то воспроизводит, да, он что-то дает. Это не нативное Full HD разрешение, это намного меньше. Нет, ребят, выходим, резюмируем данный проектор. Выводы, ребят, выводы у меня однозначные. Мы не рекомендуем данный проектор за такую цену. Если бы он стоил дешевле,
то да, возможно, для каких-то определенных категорий его можно было бы рассматривать. Если говорить о том, что его можно рассматривать как презентационный проектор, то, к сожалению, на черном фоне текст 14, на белом текст 12, это максимально, что можно комфортно более-менее рассмотреть. Да, у него есть плюсы, это его яркость, у него есть плюсы, это его бесшумность, у него есть плюс, это возможность подключения внешнего ТВ-бокса и есть внутренний встроенный аккумулятор на 4000 мАh. В остальном всем этот проектор абсолютно бесполезен. Возможно, я его отдам ребенку для того, чтобы он смотрел на нем мультфильмы, но и то, честно вам говорю, это не самое лучшее решение, потому что если подключать к нему Smart TV Box, то это все краснит, очень сильно краснит. Но, что ж, наше решение однозначно. Если у вас есть что возразить, возражайте в комментариях. Попрошу только без матов. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.